Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить невероятно шоколадный торт трюфель. Этот торт станет настоящим спасением тогда, когда вам очень хочется шоколада. Миндальный коржи де куаз, плотный трюфельный крем и насыщенный шоколадный вкус делают этот торт неповторимым. В моем ПП варианте торт трюфель имеет прекрасное соотношение к БЖУ. При этом о нем с уверенностью можно сказать, что он понравится даже тем, кто не на ПП. Друзья, на канале моего мужа Артема вышло видео с двумя рецептами ПП сгущенки, обычной и вареной. По вкусу она не уступает классической, у нее очень низкая калорийность и высокое содержание белка. Ссылка в описании под видео. Первым делом приготовим коржи. Для шоколадного бисквита де куаз нам понадобится 3 белка крупных яиц. Отделяем их от желтков. Важно, чтобы в чашу для взбивания не попало ни грамма желтка. Также важно, чтобы чаша была сухая и обезжиренная. Температура яиц для взбивания несущественна. Желтки нам в этом торте не понадобятся. Их можно применить, например, в заварной крем или лимонный курт. К белкам добавляем 25 грамм измельченного в пудру эритрита и 25 грамм натурального сиропа без сахара. Можно взять 50 грамм только сиропа или только эритрита. Здесь лучше выбирать объемные подсластители, так как интенсивный подсластитель не даст достаточной стабильности белкам. Повысить стабильность белков, чтобы они не опали еще до выпечки, нам поможет также ксантановая камедь. Это натуральный ингредиент, который добавляется буквально по полграмма и при этом является очень удобным в использовании загустителем и стабилизатором. В данном рецепте, если вы используете эритрит или сироп, камедь не обязательно. Начинаем взбивание на средней скорости, потом переключаем на высокую. Пока соединяем сухие ингредиенты. 30 грамм миндальной муки или измельченного миндаля и 12 грамм какао. Белки взбиваются очень быстро, не пропустите их готовность. Как только они достигли такой консистенции, что не двигаются при перевороте чаши, нужно сразу остановить взбивание. Просеиваем сухие ингредиенты к белкам порциями и аккуратно размешиваем лопаткой движениями снизу вверх. Такое количество какао дает легкий шоколадный оттенок и вкус. Самым шоколадным в торте у нас будет трюфельный крем. Но при желании коржи тоже можно сделать более шоколадными, увеличив количество какао и уменьшив количество миндальной муки. Также в этих коржах можно использовать и любую неореховую муку, но результат, конечно, будет другой. Выпекать будем на любом антипригарном коврике. Нужно разделить тесто на 3 равные части и распределить их равными кругами диаметром по 16 см. Очень удобно сделать это с помощью кондитерского кольца. Я просто поставила кольцо на противень, выложила 70 грамм теста и распределила его ровным слоем внутри кольца. Теперь поднимаю кольцо, переставляю его на свободную часть противня и повторяю процедуру. Можно также переложить в кондитерский мешок и просто отсадить круги такого же диаметра. При соблюдении всех нюансов взбивания и вымешивания теста оно остается достаточно стабильным и даже выдержит, если ему придется подождать немного своей очереди. Отправляем коржи в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку примерно на 30 минут. После 20 минут выпечки можно поменять противни местами в духовке, чтобы коржи пропеклись равномерно. А пока приготовим крем. Для крема нам понадобится 150 грамм фиников. Заливаем их кипятком. Можете заменить финики на рикотту или сухой подсластитель, если хотите максимально снизить углеводы в рецепте. Также вместо фиников прекрасно смотрится в этом креме чернослив. В блендере соединяем 300 грамм рикотты, 20 грамм ароматного какао-порошка и 20 грамм сухого молока. Сливаем воду с фиников, очищаем их от косточек и перекладываем в блендер. Если у вас финики твердые, то лучше замочить их минут на 15, чтобы они хорошо размягчились. А вообще самые вкусные и натуральные финики это как раз мягкие и матовые. Тщательно измельчаем все ингредиенты с помощью блендера. Чем однороднее получится масса, тем лучше.
Кстати, если вы не уверены в своем блендере, то имеет смысл отдельно пробить финики до гладкости, а уже потом добавлять все остальные ингредиенты. Вот такой насыщенно шоколадный крем получился. Осталось добавить в него много шоколада. Нам понадобится 100 грамм горького шоколада без сахара с содержанием какао-продуктов 72%. Если используете молочный шоколад с более низким процентом какао или шоколад с низким содержанием жиров, то молоко в рецепте не понадобится. А в этот шоколад добавляем 50 грамм молока, разогретого до 60-80 градусов Цельсия. Сразу тщательно перемешиваем. Теплого молока немного, и его может не хватить для полного растворения шоколада, поэтому я ставлю его на водяную баню и продолжаю перемешивать. Можно также прогревать шоколад импульсами в микроволновке. Шоколада и молока в этом рецепте можно использовать и меньше, если хотите снизить калорийность. Это несущественно повлияет на консистенцию крема, он будет менее плотный, но все равно будет держать форму и годится для покрытия. Но именно для трюфельного торта с максимально шоколадным вкусом я использую много шоколада. Добиваемся полной однородности. И частями добавляем крем в шоколад. Тщательно вымешиваем каждую часть. Получается очень шоколадный крем, безумно ароматный. Попробуйте его на вкус на этом этапе, возможно, вам захочется немного подсластить. Пока он еще не остыл, он довольно мягкий и податливый. После застывания в холодильнике крем существенно загустеет. Перекладываем в кондитерский мешок. Тем временем коржи испеклись. У меня это четко видно, края коржей потемнели, то есть уже начали подсыхать. Но это вовсе не обязательно, просто моя духовка не очень равномерно печет, и даже этот противень, наверное, следовало достать чуть раньше. Отделяем их от бумаги. Вот поэтому я больше люблю силиконовые или тефлоновые коврики, почему-то у меня от бумаги плохо отстают коржи. Коржи получаются мягкие и гибкие. И корж со второго противня тоже отделяем. Эти коржи в процессе выпечки сначала хорошо поднимаются, а потом возвращаются до той же высоты. Это нормально, вырасти они и не должны. Выкладываем первый корж на подложку. Коржи совсем немного увеличиваются в диаметре, поэтому я использую для сборки разъемное кольцо с изменяемым диаметром. При желании коржи можно подрезать под те же 16 см. А также можно собирать торт вовсе без кольца. Стабильность крема нам позволяет это сделать. Выкладываем большой слой крема. У меня это 230 грамм. Разглаживаем его поверхность. Выкладываем второй корж. Прижимаем. Второй слой крема. Распределяем. И последний корж. Его тоже покрываем небольшим слоем крема. У меня это 100 грамм. Распределяем. Оставшийся крем нам понадобится после готовности торта. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. А пока приготовим глазурь. Для ПП шоколадной глазури нам понадобится 10 грамм желатина, заранее замоченного в 60 граммах воды. В сотейнике соединяем 160 грамм молока, 25 грамм какао и 5 грамм подсластителя. Тщательно перемешиваем венчиком. И доводим до кипения, также помешивая. Добавляем в горячую массу разбухший желатин и размешиваем до полного растворения. Переливаем глазурь в удобную емкость. Для идеального покрытия эта глазурь должна быть полностью однородной, поэтому если вдруг у вас остались комочки какао, лучше на этом этапе пропустить ее через сито. Накрываем глазурь пищевой пленкой в контакт. Для покрытия холодного торта глазурью ее температура должна быть около 30 градусов Цельсия. Можно хранить глазурь в холодильнике до 3 суток или в морозилке еще дольше, а перед заливкой просто нагреть до нужной температуры. Когда торт настоялся, снимаем кольцо. Вот так примерно он выглядит сбоку.
Для ровной поверхности нужно заполнить кремом пространство вдоль коржей. Оставшимся кремом я наношу полосы на торт и выравниваю боковую поверхность шпателем. Также выравниваю торт сверху. Снова сбоку и сверху. Так, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Для покрытия торта глазурью понадобится любая решетка. Это может быть решетка от духовки. У меня вот такая решетка от мультиварки. Устанавливаю ее на тарелку и двумя широкими плоскими инструментами поднимаю торт и переношу его на решетку. Аккуратно вынимаю инструменты из-под торта. Важно понимать, что так переносить можно только торт с достаточно плотным кремом и не слишком мягкими коржами. Более мягкий тортик может повредиться от такого воздействия. Поливаем торт глазурью. Температура глазури здесь важна. Слишком теплая полностью стечет, а прохладная может застыть неровными подтеками. Если вы уверены в температуре своей глазури, видите, что она не растекается мгновенно, то можете смело выливать основную часть глазури на середину, а потом пройтись по бокам, чтобы закрыть все пробелы на боковой поверхности торта. Этого количества глазури с лихвой хватает на покрытие такого тортика, но если вы новичок, то рекомендую вам приготовить в 1,5 раза больше глазури и уверенно выливать ее на торт. Покрытый торт сразу убираем в холодильник, чтобы глазурь как следует схватилась. Примерно через 10 минут достаем торт. И чтобы нижний край был ровный, нужно пройтись по нему ножом и срезать излишки глазури. Переносим торт на подложку по той же технологии с помощью широкого ножа и лопатки. Аккуратно вынимаем инструменты. Торт готов. У этого торта самый простой декор, который только можно придумать. Но, как мне кажется, для любителя шоколада это идеально. Давайте его разрежем. Мягкий тортик. Простой аккуратный разрез. Насыщенно шоколадный крем. Просто как большая, очень шоколадная конфета. Мягкие коржи с легким миндальным вкусом прекрасно оттеняют насыщенный шоколадный вкус крема. Крем в меру плотный и приятный по текстуре. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!